Друзья, всем добрый день! Меня зовут Лариса, и я рада приветствовать вас на своем канале «Вяжите вместе со мной». Сегодня я предлагаю вам связать кофточку с круглой кокеткой. Кофточка рассчитана на размер 46-48. Вязать мы ее будем из пряжи Alize Superwash Artisan. Это турецкая пряжа, ее состав 75% шерсти и 25% полиамида. Я выбрала белый цвет. Хочу, чтобы кофточка получилась нарядная и в то же время теплая. Вязать я буду в 2 нитки, поэтому для вязания я беру спицы 4 миллиметра. Спицы у меня на леске. Ну что, приступаем к вязанию. Берем с вами пряжу. Я буду вязать в 2 нити. Берем 2 моточка пряжи, соединяем так вот 2 ниточки вместе и удобным для вас способом набираем 113 петель. Количество петель должно быть нечетное, потому что у нас с вами одна петля пойдет для замыкания петель в круг. Итак, набираем 113 петель. 1, 2. Итак, я набрала 113 петель. Теперь мы с вами вытягиваем леску. Втягиваем одну спицу. Так, и соединяем теперь петельки в круг. Вытягиваем теперь в 2 местах леску, чтобы нам удобнее было соединять петельки в круг. Еще проверьте, чтобы петли не перекрутились. Теперь с левой спицы одну первую петлю переснимаем на правую спицу и ее протягиваем через первую петлю, которая находится на правой спице. Таким образом у нас с вами получилось соединение петель в круг. И аккуратненько нужно будет вот эти кончики пряжи подтянуть, чтобы не было здесь отверстия. И теперь начинаем вязать резинку. 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, первая петелька у нас лицевая, затем изнаночная, лицевая, изнаночная. Но первый ряд он всегда будет вязаться немножко трудно, но затем уже будет полегче. Так, лицевая, изнаночная. И вяжем резинку до конца ряда, а затем вяжем еще 9 рядов. Это будет высота резинки. Итак, я провязала резинку 10 рядов. Теперь отмечаю маркером начало ряда. И я хочу еще 1 ряд провязать изнаночными петлями, чтобы отделить резинку от основного полотна. Итак, начинаем вязать ряд только изнаночными петлями. И провязываем так до конца ряда, до нашего маркера. Вот что у меня получилось. Я провязала 1 ряд изнаночными петлями.
И вот так у меня получилась теперь горловина. Теперь непосредственно переходим к вывязыванию кокетки. Я переснимаю маркер, который у нас отмечает начало ряда, и вяжем первый ряд кокетки лицевыми петлями, одновременно делая прибавки через каждые 4 петли. Итак, 1, 2, 3, 4 петли провязали лицевой. Теперь делаем прибавку. Поднимаем протяжку, набрасываем ее на левую спицу и провязываем скрещенной лицевую петельку и таким образом делаем прибавку. Затем далее 4 лицевых, 2, 3, 4. Опять поднимаем протяжку, набрасываем ее на левую спицу и скрещенной лицевой за заднюю стенку провязываем лицевую петельку. Сделали прибавку. И таким образом продолжаем через каждые 4 петли делать прибавку. И вяжем этот ряд до конца. 1, 2, 3, 4, прибавка. 1, 2, 3, 4, прибавка. И вот я дохожу до конца ряда, у меня осталось 4 петельки, я их провязываю лицевыми и делаю последнюю прибавку в этом ряду перед маркером. Поднимаю протяжку, набрасываю ее на спицу и делаю прибавку, как и в прошлый раз. Я этот маркер теперь убираю и буду использовать другой. У меня есть вот такой маркер, на котором указано количество рядов. Мне будет это очень удобно, чтобы я ряды не считала и конкретно знала, когда мне нужно делать прибавку. Итак, первую прибавку мы с вами сделали в первом ряду. Теперь приступаем вязать второй ряд. Я одеваю свой маркер, передвигаю его на цифру 2. После прибавок у нас с вами на спицах теперь 140 петель. Следующая прибавка у нас с вами будет в 10 ряду. Мы будем делать с вами еще несколько прибавок. Чтобы у нас с вами получилась круглая кокетка, мы будем делать прибавки в вязании вот по этой схеме. Значит, первый ряд 4 петли прибавка. После прибавки у нас на спицах будет 140 петель. Затем в 10 ряду мы делаем с вами прибавку, то есть до 10 ряда мы вяжем все петли лицевыми. В 10 ряду делаем прибавку через каждые 5 петель. 5 петель прибавка, 5 петель прибавка. И на спицах у нас будет затем 168 петель. И вяжем дальше лицевыми петлями до 18 ряда. В 18 ряду мы с вами прибавки не делаем, но этот ряд провязываем изнаночными петлями. Затем в 19 ряду делаем прибавку. 6 петель провязываем лицевыми, затем прибавка, и на спицах у нас с вами будет 196 петель. Затем 20 ряд изнаночными петлями провязываем. Затем продолжаем лицевой гладью до 36 ряда. Но в 28 ряду мы с вами делаем прибавку через 7 петель. На спицах будет 224 петли. 36 ряд изнаночный, в 37 делаем прибавку и так далее. Итак, провязываем, не забывая делать
прибавки до 56 ряда. Затем после 56 ряда еще 7 рядов провязываем лицевыми петлями. В это время у нас с вами на спицах будет 308 петель. Я надеюсь, что вам хорошо видно схему, как я буду делать прибавки. Вы можете сделать скрин, чтобы вам удобнее было вязать. И затем, после того, как вы сделаете все прибавки и провяжете 7 рядов лицевыми петлями, мы с вами встретимся. Итак, я сделала все прибавки, провязала после последней прибавки еще 7 рядов. У меня сейчас на спицах 308 петель. И теперь мы начинаем распределять петли на перед, спинку и рукава. Делим таким образом. Распределим с вами петли таким образом. Я уже вот маркеры поставила. Вот уже распределила петельки. Сейчас я вам подробно расскажу, как я это сделала. Значит, первый маркер ставлю я там, где у меня начало ряда было. И от этого маркера отсчитываю 103 петли. Вот от этого маркера я отсчитала 103 петли и поставила второй маркер. Это у меня будет перед, то есть петли, которые пойдут наперед. Дальше от следующего маркера, где у меня было 103 петли, я поставила маркер. От этого маркера я отсчитываю 54 петли и ставлю маркер. Это будут петли рукава. Затем от этого маркера я отсчитываю 97 петель. Вот я отсчитала 97 петель, поставила маркер. Это петли, 97 петель. Эти петли пойдут на спинку. Затем от этого маркера отсчитываю опять 54 петли. Ставлю маркер. Это будут петли второго рукава. После того, как мы с вами распределили все петли, мы довязываем петли спинки до маркеров, которые у нас обозначают рукава. Вот у меня первый маркер, начало рукава. Я довязываю до этого маркера лицевые петли. Довязываю ряд до конца. Так, вот у меня тут осталось несколько петель. Вот я довязала до маркера. Этот маркер теперь убираю. Беру иголку, беру любую нитку, по длине сантиметров 50 можно взять. Вдеваю нитку в иголку. И теперь я пересниму петли вот этого рукава на нитку, которую я приготовила. И вот таким образом снимаем все 54 петли на нитку. Вот и дохожу до конца, пересняла все петли первого рукава на нитку, убираю маркер. Теперь вот эти кончики я завяжу, чтобы у меня петли
здесь не распустились. Рукав мы с вами будем вязать позже. Сначала свяжем спинку, затем перед, а после этого уже вернемся и будем довязывать рукава. Поэтому сейчас мы их сняли на ниточку, завязали. Так, мы с вами не забываем, что мы на спинке провязали первый ряд. После того, как закончили вязать кокетку, теперь возвращаемся опять к спинке и вяжем изнаночными петлями. То есть сейчас мы с вами будем вязать росток, поворотными рядами. На лицевой стороне будем вязать лицевыми петлями, на изнаночной стороне будем вязать изнаночными петлями. Итак, росток провяжем с вами где-то 5-7 сантиметров. Так, теперь этот ряд мы вяжем изнаночными петлями. Первую петельку снимаем, дальше вяжем изнаночными, вяжем до маркера, который у нас с вами отделяет петли рукава. Дойдем до этого маркера и иголочку возьмем, нитку, и опять снимем вот эти 54 петли для второго рукава. Так, сейчас довязываем ряд до конца. Так, мы дошли с вами до конца этого ряда, до маркера. Снимаем маркер. Берем опять иголку с ниткой и переснимаем снова 54 петли второго рукава. Доходим до маркера. Снимаем этот маркер, он нам больше не нужен. Так, петли рукава мы сняли. Также здесь завязываем ниточку, чтобы петли у нас не потерялись. Так, вот что у нас с вами теперь получилось. Значит, это вот спинка. Значит, вот здесь вот мы правый рукав сняли, здесь левый, это я на спинке сейчас нахожусь. И мы сейчас продолжаем с вами вязать только спинку, петли спинки. Продолжаем вязать поворотными рядами, то есть вывязываем росток. Вот я один ряд уже провязала, теперь буду вязать на правой стороне, буду вязать лицевыми петлями, на изнаночной стороне буду изнаночными петлями, и таким образом вяжем только вот эти 97 петель спинки. Вот они у нас здесь 97 петель спинки. Будем вязать вот это полотно наше вверх сантиметров 5-7. Так, я связала поворотными рядами 6, да, почти 6 сантиметров. Я думаю, что мне этого достаточно. Я не хочу, чтобы вырез горловины был слишком большой. Вот так у меня будет выглядеть спереди. Этого выреза горловины мне достаточно. Если вы хотите, чтобы у вас побольше был вырез горловины, то можете еще связать росток до 7 сантиметров. То есть здесь вот продолжить еще поворотными рядами, вязать несколько рядов, чтобы у вас вот это расстояние получилось 7 сантиметров. Теперь мы с вами делаем подрезы.
Я буду делать подрезы по 10 петель с каждой стороны. Делаю я их таким образом. Значит, наматываю на палец петельку и затягиваю ее на спицы. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь соединяем спинку с передом и продолжаем вязать лицевыми петлями. Доходим до следующего рукава. С этой стороны тоже делаем подрез. Набираем для подреза 10 петель, так же как и с той стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше продолжаем вязать лицевой гладью. Теперь мы соединяем с вами со второй стороны также перед со спинкой и продолжаем вязать лицевыми петлями дальше. И вот так мы с вами соединили наше вязание. Перед и спинку мы соединили. Теперь у нас это единое полотно. И продолжаем вязать по кругу лицевой гладью нужную длину кофточки. Так, друзья, я связала длину кофты, которую я хотела. Если мы с вами смерим от самой высокой точки горловины до конца изделия, у меня получилось 60 сантиметров. Низ изделия я закончу резинкой 1 на 1. Так вот, переснимаю маркер и вяжу резинкой лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Заканчивать изделие я буду так же, как и начинала. То есть вот у меня горловина резинкой 1 на 1 связана. Вот она. И также я и в конце закончу. Ширину вот этой резинки или длину резинки я буду вязать сантиметров 5 примерно. Итак, я связала резинку 1 на 1 резинка и закрыла все петли. То есть низ изделия, низ кофточки у меня готов. Теперь мы с вами приступим к рукавам. Для этого берем спицы и переснимаем вот эти вот петельки, которые у нас с вами на ниточке, мы их снимали на ниточку, и мы их теперь аккуратненько возвращаем на спицы. Вот так я вернула все петли на спицу. Теперь вот эту нитку убираем. Так, еще я для своего удобства отметила маркером боковую линию кофточки, чтобы мне знать, где будет у меня середина рукава. И теперь мы с вами будем поднимать петли. Значит, с этой стороны, где у нас росток, я наберу 20 петель, а здесь, где у нас поменьше вот это расстояние, я наберу 14. Значит, берем нитку, я ее туда кончик спрячу внутрь, чтобы он мне не мешался, и поднимаю петли. Вдеваю спицу
Вот это вот у нас вот как кромочная шла, я ее под кромочную завожу спицу и вытягиваю ниточку. Это у меня будет первая петелька. Раз, два, три. Прям ввожу в каждую петлю, чтобы у нас здесь было вот так все ровно, без дырочек. Так, 3 я набрала. 4, 5, 6. И доходим вот до конца. Так, 13. И еще одну петлю, 14. Так, дальше вяжем, продолжаем вязать лицевыми петлями по кругу. И доходим вот до этого места, где у нас еще нужно нам где поднять петли. Здесь мы будем 20 петель набирать. Итак, довязываем этот ряд до конца. Итак, с этой стороны рукава мы с вами тоже поднимаем петли. Также вот находим кромочную, под нее заводим спицу и вытягиваем петельку. Вот здесь вот посмотрите, вот у нас так большое расстояние получилось, чтобы не было дырочки, прям вот как можно ближе. Введите вот так вот спицу и первую петельку поднимаем. Всего нам нужно здесь поднять 20 петель. Раз, два, три, 4. И доходим вот до маркера, где мы с вами отметили боковую линию нашей кофточки. Так, все петли я подняла. Вот мы с вами замкнули наше вязание в круг. Так, вот здесь вот можно вот эти ниточки связать, завязать узелок, чтобы у нас тут не развязывалось. Так, середина, вернее боковой шов у нас вот с вами отмечен. И теперь мы вяжем по кругу рукав. При вязании будем с вами делать убавки. Первую убавку, чтобы рукав вот не был широкий, мы будем делать убавку. Первую убавку я буду делать через один ряд. То есть сейчас вот еще раз один ряд провяжу лицевыми петлями. Итак, как мы будем делать с вами убавки? Значит, первую петельку провязываем лицевой, следующую, вторую, третью мы провязываем с вами 2 вместе лицевой. Значит, здесь вот посмотрите, если они у вас вот лежат как у меня петельки, то лучше их перевернуть, чтобы мы смогли с вами провязать их 2 вместе за заднюю стенку с наклоном влево. Вот первую убавку мы сделали. И дальше провязываем до конца ряда, не довязываем ряд, вот доходим, вернее вот так вот вяжем по кругу, доходим вот до середины вот до этого бокового шва, так сказать. И вот здесь вот у нас останется, когда 3 петли, мы с вами также вот эту третью и вторую провяжем вместе и затем последнюю провяжем лицевой. Вот так вяжем сейчас вот этот ряд. Так, доходим до конца ряда. Вот у меня осталось 3 петли. Теперь вот эту вторую и третью петельку провязываем 2 вместе с наклоном вправо. И затем последнюю петельку провязываем лицевой.
Вот мы с вами сделали первые убавки. А теперь вы продолжаете вязать длину рукава и одновременно делаете убавки. У меня один рукав уже связан. Итак, вот вяжем длину рукава, ту длину, которая вам необходима, и одновременно делаем убавки. Я делала убавки через каждые 15 рядов. Итак, я связала нужную длину рукава. Сейчас у меня после всех убавок на спицах осталось 70 петель, и я приступаю вывязывать манжет. Вязать манжет я буду так. Буду вязать и одновременно убавлять петли. Вязать манжет я буду резинкой 1 на 1. Первую петельку вяжу лицевой, а следующие 2 петли провязываю 2 вместе изнаночной. Далее лицевая, следующие 2 петли изнаночной, лицевая, 2 следующие петельки изнаночные. И вот так продолжаем вязать весь первый ряд. Значит, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая, 2 вместе изнаночной петлей. И вот я дошла почти до конца ряда, у меня осталось 4 петли. Я провязала последнюю вот здесь изнаночную, 2 вместе провязала петельки изнаночными. А теперь я сделаю так как у меня не получается провязать лицевая, 2 изнаночные, лицевая, мне надо, чтобы у меня заканчивался этот ряд изнаночной петлей. Поэтому я вот эти 2 первые петельки провяжу лицевой и следующие 2 провяжу изнаночными. Так, изнаночной петлей. Все, первый ряд манжет у меня готов. И теперь следующий второй ряд у меня как раз начнется с лицевой петли. Итак, вяжем теперь нужную длину манжеты. У меня вот здесь вот у первого рукава я связала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядов и все петельки закрыла. Друзья, и вот я довязала манжет второй. Осталось мне теперь спрятать кончики, обрезать все ниточки, и наша кофточка готова. Постирать ее, конечно, нужно, и можно носить. Есть у меня еще такая идея, вот сейчас буквально пришла в голову, что можно вот здесь вот по этим полосочкам либо бусинки вот так пришить, либо что-то вышить. Но здесь, я думаю, у каждого из вас, возможно, какая-то еще другая идея появится. Друзья, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, вяжите по моим мастер-классам, вяжите вместе со мной. До новых встреч!